Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую красивую единорожку. Она связана из плюшевой пряжи. Так смотрится игрушка сзади. У этой единорожки мы вяжем ручки, потом начинаем вязать ножки, туловище, ввязываем ручки и вывязываем голову. Это одна цельновязанная деталь. Пришивные мордочка, ушки и рог. По такому принципу мы уже с вами вязали вот эту зайку. Ссылку на мастер-класс этой зайки я оставлю на видео и под видео. Если она вам понравилась, переходите и вяжите. Вот у них одинаково связано туловище и голова. Потому в мастер-классе я буду вставлять, как мы вязали вот зайку, у зайки туловище и голову. Они одинаковые. Сейчас покажу по сантиметрам, сколько получается единорожка. Если без учета рога, то 15 сантиметров. Игрушка небольшая, расход пряжи тоже небольшой, а получается очень красивая. Для единорожки я использовала плюшевую пряжу. В 100 граммах 120 метров. И брала крючок 4 миллиметра. Для рога, вот видите, я использовала джинс Ярнард. В 50 граммах 160 метров и крючок брала 2 миллиметра. А для гривы, вот она такая разноцветная, я использовала пряжу Alize Softy Plus. В 100 граммах 120 метров. И давайте вместе с вами сегодня свяжем вот такую красоту. Свяжем ручки, берем дополнительный цвет, делаем кольцо амигуруми и в него ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков. Второй ряд тоже вяжем дополнительным цветом. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и шестой столбик не до конца. Берем основной цвет и меняем цвет пряжи на основной. Вывернули вязание. Вот эти два хвостика связываем на 2 узелка. Далее продолжаем вязать основным цветом. Итак, провязываем с 3 по 6 ряд основным цветом по 6 столбиков. И вот получилась такая ручка. И основным цветом связали 3, 4, 5 и 6 ряды. Хвостик оставляем маленький, так как ручку будем вязывать. Теперь свяжем ножки. Берем дополнительный цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. 1 столбик и прибавка.
Так повторяем до конца ряда. 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. Получилось 9 столбиков. Последний столбик не довязываем, берем основной цвет и меняем на основной цвет. Ниточку фиолетовую отрезаем. Эти два хвостика связываем на 2 узелка. И 3 и 4 ряды провязываем по 9 столбиков основным цветом. Вот 3 и 4 ряды провязали по 9 столбиков. У одной ножки отрезаем ниточку, у второй не отрезаем. Сделали воздушную петлю. Берем вот первую ножку и присоединили столбик 1. Теперь 2, 3, 4 столбика, прибавка, еще 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Довязали до воздушной петли. Здесь, чтобы не было дырочки, я делаю вот такой накид на крючок. Теперь воздушную петлю провязываем 1 столбик и сюда же провязываем второй столбик. Вот в эту же воздушную петлю. Так. Вот. Прибавка. В воздушную петлю провязали прибавку. Далее, чтобы не было дырочки, сделали вот накид на крючок и переходим на вторую ножку. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь прибавка. И снова 4 столбика по ножке. 1, 2, 3, 4. Довязали до воздушной петли и сюда провязываем прибавку. Итак, в конце 5-го ряда 24 столбика. 6-й ряд, 2, 7-й ряд, без изменения вяжем 24 столбика. Довязываем их до маркера. 8-й ряд, снова вяжем 24 столбика. Довязываем до маркера. 9-й ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 9-го ряда 18 столбиков. 10-й ряд вяжем 18 столбиков. Довязываем их до маркера. Берем наполнитель и наполняем наполнителем. 11 ряд, 1 столбик и убавка. Повторяем 6 раз и в конце 11 ряда 12 столбиков. 12 ряд, в этом ряду ввязываем ручки.
Вяжем 1 столбик, второй. Теперь берем ручки и провязываем 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2 и 3. Вязали одну ручку. Теперь 3 столбика по туловищу. 1, 2, 3. Берем вторую ручку и 3 столбика со второй ручкой. 1, 2 и 3. И довязываем 1 столбик. Без изменения здесь получилось 12 столбиков. 13 ряд. Вяжем голову и вывязываем из каждого столбика по прибавке. Вяжем так до конца ряда, и в конце 13 ряда будет 24 столбика. Еще немного дозаполнили наполнителем. 14 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3 и прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 14 ряда 30 столбиков. 3 ряда вяжем по 30 столбиков. Это 15, 16 и 17 ряды. Переходим на 18 ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 18 ряда 24 столбика. 19 ряд, 24 столбика. Довязываем их до маркера. Я вставила глазки на безопасном креплении между 17 и 18 рядами. Между глазками 3 столбика и глазки 10 миллиметров. Теперь вяжем 20 ряд. Вяжем 1 столбик, второй столбик. Теперь убавка. Наполнили наполнителем 21 ряд. 1 столбик и убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 21 ряда 12 столбиков. И 22 ряд 6 убавлений до конца ряда. Вот сверху у нас дырочка. И сейчас ее спрячем за передние стенки каждого столбика. И ниточку затягиваем. Вкалываем в середину и выводим сбоку. Вот получилась такая основа для единорожки. Теперь сделаем утяжку для глазиков. Я использую пряжу Jeans Yarnart. Внизу головы прокололи иголку и выводим
в уголочек глазика. Хвостик оставляем внизу. Теперь второй уголочек этого же глазика и вывожу внизу через один столбик. Вот 2 ниточки. Точно так же делаем со вторым глазом. И теперь завязываем на один узелок. Так, подтянули. Второй глазик тоже на один узелок. Смотрим, чтобы была одинаковая утяжка, и завязываем по второму узелку. Эти 2 хвостика прячем вовнутрь изделия. Свяжем ушки. Я беру основной цвет, делаю кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываю один столбик без накида. Воздушная петля для подъема, разворачиваю вязание и в этот столбик провязываю прибавку. Один столбик без накида и второй. Воздушная петля, разворачиваю вязание, провязываю в один столбик прибавку и во второй столбик прибавку. Получилось 4 столбика. Теперь по треугольнику нужно обвязать столбиками без накида. Сделала воздушную петлю для подъема и берем этот хвостик, сразу его будем ввязывать. Вот с одной стороны провязываем столбики без накида. У меня получилось 3 столбика. Теперь самая вершина треугольника, в нее ввязываю 3 столбика без накида, для того чтобы ничего не стягивало. Вот, и теперь по обратной стороне треугольника вяжу тоже столбики без накида. 1, 2 и 3. Получается такое ушко. Отрезаю хвостик для пришивания, оставляю. И вот так будем его складывать и пришивать. Теперь вяжем мордочку. Я тоже беру основной цвет, набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем прибавку 1 и сюда же провязываем второй столбик. Теперь один столбик в следующую воздушную петлю и еще в следующую еще один. В последнюю воздушную петлю вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и вяжем уже с обратной стороны. 1 столбик без накида, 2 и 3. Переходим на второй ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по одному столбику. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Получилась такая мордочка.
Отрезаем нить, оставляем хвостик для пришивания. Далее свяжем рог. Я буду использовать джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров и крючок 2 миллиметра. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затянули. Это первый ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 6 столбиков. 1, 2. Вяжем по одному столбику и получится 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вывернули вязание. Третий ряд. 1 столбик. Следующий вяжем прибавку. 1, прибавка. Снова повторяем 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. Получилось 9 столбиков. Теперь 4 и 5 ряды вяжем по 9 столбиков. Вот 4 и 5 ряды по 9 столбиков. Теперь 6 ряд, 2 столбика, прибавка. 1, 2 и прибавка. Повторяем 3 раза. 2 столбика, 1, 2, прибавка. И третий раз 1, 2, прибавка. Получилось 12 столбиков. 7 ряд вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получается вот такой рог. Отрезаем ниточку для пришивания, оставляем. И потом наполним его наполнителем. Теперь булавками прикрепили мордочку и пришиваем за основную деталь. Сделали стежок. Теперь за столбики на мордочке. Ниточку подтянули. Снова основная деталь. Ниточки на мордочке, петельки на мордочке. Основная деталь. За столбики на мордочке. И так пришиваем по всей детали. Когда будет небольшая дырочка останется, берем наполнитель и наполняем наполнителем. И вот я еще вышила вот такой носик и реснички. И теперь будем пришивать рог. Так само, как и мордочку, вот за основную деталь. Теперь за столбики, которые на... И основная деталь, и дополнительная деталь. Итак, пришиваем.
делаем узелок и прячем вовнутрь изделия. Теперь берем ушко, складываем его так пополам, так прошиваем и прикладываем там, где будут располагаться ушки. И вот так за две половинки, вот за основную деталь. И теперь за две половинки ушка. Ниточку подтянули. Снова основная деталь. Две половинки ушка. Основная деталь. Две половинки ушка. Делаем узелок и прячем ниточку вовнутрь изделия. И пришиваем второе ушко. И теперь из Alize Soft сделаем гриву. Я вот беру такой блокнот и так обкручиваем. Это будут такие наши пряди. И по одной стороне так, берем ножницы и разрезаем. Так пряди будут одной длины. Вот они получаются вот такие. Теперь берем единорожку, берем прядь и вот в верхней части, там где вот рог, за столбики делаем петелечку. Так, и через эту петелечку протягиваем 2 хвостика. Ниточку затянули. Все зависит от того, какой густоты вы хотите, чтобы была грива. Можно в каждый столбик вот по 2 пряди. Одну прядь сейчас сделаем в петелечку, протягиваем 2 ниточки и затянули. Берем еще одну прядь. И там, где уже делали, повторяем еще вторую. Так будет гуще грива и красивее. Также можно сделать один ярус и по нижней части еще сделать второй ярус. И также делаем хвостик. Сейчас я покажу. Берем прядь, смотрим там, где должен располагаться хвостик, вот за столбики, и присоединяем вот и через петелечку протянули эти 2 хвостика. Одна прядь, рядышком делаем вторую. И так тоже можно делать несколько ярусов. Один. Вот берем еще прядь и в тот же столбик, из которого вывязывали, и еще раз делаем. Так хвостик будет пышнее. И потом длину хвостика можно тоже отрегулировать или сделать короче, или оставить такое же. И вот здесь такая будет грива. И вот получилась такая красивая единорожка. Вот у нее такая пышная грива и хвостик. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.